Привет, это Тостер. У нас, как всегда, много интересного о домашней технике. Более 500 видео в разных плейлистах. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это видео точно лайкнут те, кому надо помыть окна. Собственно, и я его лайкну, потому что, посмотрите на мои окна, их ведь хорошо бы мыть еще не один раз за лето, да, потому что от дождей летних они снова грязные через пару недель. И вот чтобы самому не заморачиваться, и придуманы роботы для мытья окон. Протестируем CleanBot Ultra Spray 2.0 на моих окнах. Это сделаем, воспользуясь служебным положением. Высота нашего с вами нового CleanBot всего 7,5 см. Это позволяет ему быть полезным даже на каких-то неудобных для мытья окнах, например, с решетками и какими-то ограничителями. Да, и главное его преимущество – он умеет распылять воду, или моющий раствор со средством для мытья окон. Только такие можно использовать, пропорция 10 к 1. Это просто удобно, технологично. Меньше участия пользователя в процессе, не нужно это вручную делать. Но не забывайте о том, что если окна достаточно грязные, вот как у меня, то сначала рекомендую пройти по ним на сухую, чтобы убрать пыль, грязь, а потом уже влажный этап. Так разводов избежите грязных. Да, 2 подхода, зато результат будет такой, какой надо. С распылением, кстати, тоже интересно. Тут нужно понимать, мытье такое с увлажнением сразу будет более качественным и эффективным. Когда? Нет, не в полнолуние, но в безветренную погоду. Он, конечно, тут довольно аккуратненько все распыляет, но все же, чтобы ветер перемен не уносил распыляемое от окна куда подальше, мойте в безветренную погоду. Если ваши окна защищены в момент мытья от ветра, расположение здания такое, например, то уж мойте тогда, когда хотите. Не буду сильно углубляться в технологию работы робота CleanBot Ultra Spray 2.0. Собственно, тут мотор, он, кстати, современный, бесщеточный, что делает его таким более надежным и тихим. И создается разрежение воздуха, и поступательно робот двигается по окну. Разрежение, кстати, достойное, 3200 паскалей. Это прежде всего означает, что во время работы робот надежно присасывается к стеклу. Работает все от розетки, длина провода получается более 5 метров, так что свобода мытья обеспечена, даже большие площади должен обработать. Но если какой-нибудь нехороший человек вдруг выключит вам ваш девайс из розетки, в расчете на то, что он свалится за борт, то спокойно, робот останется на стекле и провисит еще около 20 минут, подавая звуковой сигнал, СОС по сути, потому что интегрирован в него аккумулятор как раз для таких ситуаций. Может, просто электричество отключат, да, у нас в домах в этих бывают такие кратковременные отключения. Почему-то, спасибо управляющей компании. Но, если вы вдруг не успеете снять робот со стекла в такой ситуации, даже когда аккумулятор уже все, ничего страшного не произойдет. Конечно, здесь есть страховочный трос, обязательно крепите его к чему-нибудь надежному дома, к батарее, не знаю, и, конечно, к роботу. Трос всех спасет, робот ни на кого не упадет, сам не разобьется. Трос крепкий, а робот не тяжелый, всего около килограмма он весит. Так что не волнуйтесь, расслабленно мойте окна, вернее, доверьте это роботу. Управлять роботом удобно и просто. Можно на корпусе кнопку нажать, и он тогда, по сути, в авторежиме отправится отмывать ваши окна, комбинируя несколько алгоритмов движения. Есть пульт в комплекте, тут больше возможностей, можно выбрать один из 3 авторежимов, по удобному в вашей ситуации направлению движения, да. Нажатием крайней верхней левой кнопки активируется автоматическое распыление жидкости, увлажнение стекол. Можно вообще перейти на ручное управление, отправить его куда-то, где, например, заметили загрязнение еще. Просто далеко не всегда же эти остатки какой-то грязи удобно вручную удалять. Это может быть где-то высоко на окне. И не забываем про цену его, кстати. Нельзя сказать, что девайс дорогой. На мой взгляд, широкому кругу пользователей Ultra Spray 2.0 вполне доступен. Есть ссылка в описании видео, проходите, смотрите. Не озвучиваю, потому что не знаю же я, когда именно вы будете смотреть, может быть, через год посмотрится видео.
А сейчас же все так быстро меняется. Свое мнение о роботе, о цене пишите в комментариях. В комплекте по классике сам робот, съемные пластиковые кольца, на них крепятся салфетки из микрофибры. Их, кстати, в коробку положили аж 14, и они не одноразовые. Все прекрасно в стиральной машине стирается, так что хватит очень надолго, на годы. Кстати, 3 года гарантия на CleanBot Ultra Spray 2.0. Это круто. К тому же, если вы почитаете отзывы людей на маркетплейсах, там много положительных таких рецензий, отзывов и про сервис, и про взаимодействие со службой поддержки и сервисным центром CleanBot. Это важно, потому что немало роботов для мытья окон в продаже, и далеко не у всех так все адекватно построено в плане постпродажного взаимодействия с клиентом. CleanBot Ultra Spray 2.0 будет мыть сейчас мои окна, мое грязное окно. Посмотрим, за сколько он, например, справится с этим одним окном, с этой одной стороной. Поехали, включай робот и включаем секундомер. В общем, не обязательно стоять ждать, когда робот все помоет. Можно идти заниматься своими делами. Все, таймер остановили. Вы видели, сколько времени ему потребовалось на одно такое мое окно. Недолго, кстати. И хорошо он отмыл. Я на самом деле такой довольно ленивый, я бы этим и ограничивался. Но у нас здесь видео-тест, поэтому мы сейчас делаем еще один проход уже с использованием функции распыления воды, распыления моющего средства. Кстати, я вам сказал, что все помыло хорошо, да, давайте посмотрим, что здесь, да, прям видна вся моя грязь. И что касается все-таки более подробно, да, о качестве уборки, все чистое окно, конечно, в уголочках здесь по понятным причинам осталось. Да, и что еще хорошо, не обязательно, чтобы налить в него воды, да, чтобы он увлажнял окна в процессе мытья, таскать его все время куда-то там к крану, да, это все выключать, отцеплять. Нет, есть такая штука в комплекте, просто берете и сюда все прекрасно наливаете. Собственно, все уже и налилось. Угу. И ставим его на стекло. Включаем с пульта управления функцию автораспыления воды. И поехали, отправляем его выбирать в одном из авторежимов. Все, эта сторона окна полностью отмыта. Время вы видели, сколько все это занимает. И второй этап даже получился поменьше, но, видимо, потому что меньше грязи, окно чище и быстрее движение происходит. Такой вывод я сделал, а вы вообще пишите в комментариях. Может, есть другие какие-то причины, на ваш взгляд. Эту сторону я тоже сделаю с автораспылением воды. А почему нет, если есть такая функция? Поехали. Хватит мыть. Вы все видели сами. В итоге это окно, вернее, эта створка, да, она у меня полностью помыта. Нормально помыта. Робот — это не волшебство. Как водится, оставить немножко в уголках, немножко загрязнения, но и все. А так окно, гораздо. Смотрите, этот стыд, стыдно перед соседями. 2 раза он прошелся здесь на сухую и влажная такая уборка, именно с распылением уже, с автоматическим. И 1 раз сразу с распылением здесь. И это все заняло, по крайней мере, сейчас у меня около 15 минут, не более, по-моему. А я-то в это время занимался тем, чем я хотел заниматься, да, своими какими-то рабочими делами. Робот все сам сделал. Не мешал он мне особо. Да, слышал я его, но прям не было раздражающего такого шума. И я на него смотрел, я видел, как преображается окно, как оно превращается в окно приличного человека. И я ему прощал этот небольшой шум.
Да, еще что касается шума, все же познается в сравнении. Мы мыли с открытыми окнами, конечно, девайс было более слышно. А если вот окна прикрыть, то ну совсем практически его не слышно. Давайте я замолчу, и вы сами послушаете. А еще учитывайте, что вы же не около окна все время будете стоять, а где-то ходить по квартире. Ну что, тест закончен, а робот, правда, продолжает мыть мои окна. Вот окно здорового человека теперь, ну а вот тут тоже они скоро появятся. Такие чистые окна. Мы рассказали о самом устройстве подробно и показали его в работе. Меня все устраивает в этом девайсе, но мне было с ним реально несложно. Я быстро подготовил его к работе, и он хорошо помыл окна. Да, в несколько проходов, но они у меня были уж очень грязные, на мой взгляд. Дальше, кстати, можно уже так поддерживать чистоту и за один проход все мыть. Робот, смотрите, продолжает мыть другие мои окна. И тостер рекомендует CleanBot Ultraspray 2.0. Эффективный робот, простой в использовании и управлении. Хорошая комплектация, особенно порадовали 14 салфеток из микрофибры. По времени получилось 15 минут на створку, вот с нашим алгоритмом мытья. Я вот знаю, что будут комментарии типа «да быстрее руками все сделать». Ребят, ну не всем так повезло, не все живут в студии 25 квадратных метров с одним окном. У меня вот тут 6 и еще 2 есть на балконе. А у некоторых по 16 окон. Я в отзывах читал вот как раз об этом CleanBot. И еще окна в пол уже бывает. Это нужно нагибаться. А вот с ним не нужно. Опять же витрины и все такое. Плюс безопасность. Не забывайте об этом. У меня высокий этаж. Кстати, еще не забывайте о том, что таким роботом можно мыть не только окна. Можно еще кафель в ванной или зеркала, там кухонный фартук. И, кстати, расскажите, если есть опыт с подобными девайсами, кроме окон, вы что-то им моете или нет? Может, какое-то вообще экзотическое применение ему находите? Любопытно. Пусть дальше моет. Все полезные ссылки, в том числе на этого робота из видео, в описании сюжета. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсацию, зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. В данном случае чистые окна. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со всеми заинтересованными в теме чистых окон без больших трудозатрат. Плюс тут же безопасность, не забывайте. Заходите на сайт Toster.ru, есть мы в Яндекс.Дзене, в Телеграме, в ВК. И там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. До новых обзоров и тестов. Пока!